покажу, как сделать резак для пенопласта и пенополистирола на основе обыкновенного выжигателя. Я вырезал станину из фанеры 0,8, крепление с буквой Г для крепления нити накаливания через пружинку. Снизу я подсоединяю через барашек, провод припаял к шайбе, закрепил все, подсоединил к нижнему выходу. Верхний провод припаян к пружинке, держащей нить накаливания, и вывел на розетку. Это верхний и нижний контакт. Опытным путем я померил и понял, что струна нити накаливания должна быть не длиннее 70 сантиметров. Если длиннее, то соответственно она не греется. Если короче, то она перегревается, накаливается, и пенопласт начинает плавиться, и резать невозможно. Опять же, при условии того, что нить накаливания у меня 0,5 мм в диаметре. Если брать 0,8, можно сделать немножко покороче. Если она будет тоньше, то ее можно будет сделать подлиннее. Выставляю максимальное значение реостата вот этой крутилки и уже подбирал длину нити. Также я оставил в полном функционале сам выжигатель. Я его подключил к вилке. Делая вот такие наконечники разного диаметра и разного рисунка, вы сможете вырезать из пенопласта либо пенополистирола любые фигуры, будь то колонны, звездочки, квадратики, треугольники. Все на ваше усмотрение. Сейчас я покажу, как он работает. Подключаем само устройство выжигателя к розетке. Соответственно, вы видите, что я отрезал провод, который шел на конец нити накаливания, и вмонтировал туда розетку. Для того, чтобы можно было подключать либо выжигатель, либо тепловой резак для пенопласта. Так, я подключаю сам выжигатель к сети. Подключаю резак для пенополистирола. Теперь нужно взять обыкновенный пенопласт, либо техноплекс, утеплитель, что вам удобно и что у вас есть в магазине. Дело в том, что пенопласт, он плавится быстрее. Техноплекс сам по себе плотный, поэтому я подбирал нить под него. Длину и толщину нити я могу прикоснуть к нити, она горячая, но до ожогов не дойдет. Она померена именно таким образом, что температура хватала только для резки пеноплекса. Толщина пеноплекса 3 сантиметра. Вот таким образом это быстро все четко режется. Если тоньше пенопласт, то режется быстрее. Вот такие ровные срезы получаются. Также вы можете вырезать любые фигуры, какие вам потребуются. Итак, теперь я переключусь на выжигатель. Я сделал нить накаливания более длинной, чем стандартная. Для того, чтобы резать изделие из пенопласта вот по этому рисунку, который находится на нити, я сделал здесь полукруг. Выставляем на минимальную степень реостата, то есть скручиваю до конца его, почти выключаю. Мне потребуется вырезать колонну. Вот таким образом это будет получаться. Точно так же, я повторюсь, можно будет сделать любые рисунки, которые вы сделаете на наконечнике. Если вам потребуется сам выжигатель, вы можете переустановить просто наконечник стандартного размера, вот 0,8. Подключаю его к выжигателю.
через розетку, которая находится на выжигателе. Устанавливаю реостат в то значение, которое мне нужно. Можете выставлять свою температуру, отрегулировав реостатом, и уже выжигать, если вам нужен выжигатель. Итак, два инструмента в одном у меня получилось из обыкновенного выжигателя. То есть сам выжигатель я оставил в полном функционале. И также у меня есть теперь резак для пенопласта, пеноплекса. Также можно вырезать не то, что какие-то штучные одни изделия, но можно будет сделать какие-то модели, здания для ваших макетов, если вы увлекаетесь макетированием. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи вам всем, главное здоровье, остальное купим. До встречи!